we're reading today Chaitanya-caritamrta Antya Lila, chapter 3, the glories of Srila Haridas Thakur. Итак, мы сегодня с вами читаем Шри Чайтанья-чаритамриту Антья-лилу, главу 3, которая называется как «Слава Шрила Харидаса Такура». So we've been discussing a little bit about chanting of the holy name, so let us hear from the Namacharya Srila Haridas Thakur. Мы вчера затронули с вами эту тему воспевания святого имени, поэтому давайте посмотрим, что скажет нам Намачарья Шрила Харидас Такур. That name was given to Haridas Thakur by Sri Caitanya-Mahaprabhu, Namacharya. Это имя Харидас Такура было дано Шри Чайтанья-Махапрабху, он назвал его Намачарья. Text number 49, we can start there. Мы начнем с 49 стиха. Ekatina Prabhu Hari Dasa de me lila Tanhalana Kustikari Tanhare Kuchila. Перевод. One day Sri Caitanya-Mahaprabhu met Haridas Thakur as usual. В один из дней Шри Чайтанья-Махапрабху встретил Шрила Харидаса Такура, как обычно. And in the course of discussion, he inquired as follows. И в процессе общения с ним он спросил его о следующем. My dear Haridas Thakur, in this age of Kali, most people are bereft of the Vedic culture. Therefore, they are called Yavanas. Мой дорогой Харидас Такур, в этот век Кали личности, они лишены ведической культуры, поэтому они известны как яваны. They're concerned only with killing cows and Brahminical culture. Они только убивают коров и брахманическую культуру. In this way, they all engage in sinful acts. Таким образом, они этими разными способами вовлекаются в греховные деяния. Комментарий Шрила From Прабхупады. this statement, Sri Caitanya-Mahaprabhu, we can clearly understand that the word Yavana does not refer only to a particular class of men. В комментарии Шрила Прабхупада говорит, из этого стиха мы можем увидеть, что это слово «явана» не относится к какой-то определенной категории расе людей. Anyone who's against the behavior of the Vedic principles is called the Yavana. Любая личность, которая против ведических принципов, известна как явана. Such a Yavana may be in India or outside of India. Такой явана может быть в Индии или вне Индии. As described here, the symptom of Yavanas is that they are violent killers of cows and Brahminical culture. И здесь описываются признаки этих личностей. Они убийцы коров, а также против ведических принципов. It's the symptom of Yavana. Это признак явана. Those who are against the Vedic, the behavior of the Vedic principles. Те, кто против поведения, основанного на ведических принципах. We offer our prayers, Srila Prabhupada says, to the Lord by saying, Namo Brahmanya Devaya Go Brahmana Hitaya Cha. Шрила Прабхупада объясняет, что мы возносим эту молитву Господу. Намо Брахмане Девая Го Брахмане Хидая Ча. The Lord is the maintainer of the Brahminical culture. Господь поддерживает брахманическую культуру. His first concern is to see the benefit of the cows and Brahmanas. И сначала он заботится о благе брахманов и коров. As soon as the human civilization turns against Brahminical culture and allows unrestricted killing of cows, we should understand that men are no longer under the control of the Vedic culture, but are all Yavanas and Malechas. Как только человеческая цивилизация отворачивается от брахманической культуры и следует безграничному убийству коров, мы должны понять, что люди больше не принадлежат ведической культуре, и поэтому известны как яваны или млечи. It is said that the Krishna consciousness movement will be prominent within the next 10,000 years, but after that, people will all become Malechas and Yavanas. И объясняется, что движение сознания Кришны будет преобладать на последующие 10 тысяч лет. Однако после этого люди станут млечхами и яванами. Thus, at the end of the Yuga, Krishna will appear as the Kalki avatar and kill them without consideration. И таким образом в конце Кали-юги Кришна явится как Калки аватара и будет убивать этих личностей без всякого разбора. Does that help us at all? Это поможет нам? Такой звук. Немного. До этого было лучше. Can you turn the Не speaker надо микрофон. like so towards the window? Труднее говорить просто без микрофона. Yeah, but my throat
is not so great always. Просто мое горло не совсем в тонусе всегда. Я могу без микрофона. Let's see if it works. Does that sound strange? Странно немного звучит, да? Huh? Well, you can hear me, and then they can hear us also. Вы меня можете слышать, и также те могут меня тоже слышать. And Haridas Thakur, he said like that, chant Hare Krishna, let all the living entities be benefited. Харидас Такур сказал, что повторяйте Харе Кришна для блага всех живых существ, пусть они это слышат. All the trees and the plants, and Все деревья, insects, растения, насекомые, let everyone be benefited. и пусть каждый получит благо. So, in this purport, we're getting better now. Итак, сейчас становится лучше. So Srila Prabhupada is explaining that those who are against the Vedic principles, Шрила Прабхупада объясняет, что те, кто против ведических they're called the принципов, Yavana. и они являются явными. Whether they're inside India or outside India, anyone who's against the behavior of Vedic principles and is into violent killing of cows and killing of Brahmanas, Brahman culture, they are Yavanas, monachis. Находятся ли они в Индии или вне Индии, если они против ведической культуры и убивают коров, они являются явными или млечьими. So Srila Prabhupada says, I formed the International Society for Krishna Consciousness to create Brahmanas. Шрила Прабхупада говорит, что я создал Международное общество сознания Кришны для того, чтобы сотворить брахманов. That was Prabhupada. His first main push was how to create Brahmanas, because without Brahmanas, the Brahmanas compared to the head. If there's no head, then how can the rest of the body or the rest of the society properly function? И таково было первое намерение Шрилы Прабхупады сотворить этих личностей брахманов, брахманского склада, потому что брахманы сравниваются с головой, и без головы в обществе, каким образом общество может функционировать должным образом. So Brahmana means one who's in touch with Brahman, one who's in touch with Krishna. Брахман это означает тот, кто в соприкосновении с Брахманом, тот, кто в соприкосновении с Кришной. That means Krishna guides their intelligence. Это означает, Кришна руководит их разумом. And because they're pure Vaishnava, Brahmana, it has no material motivation. He's simply being guided by Guru Sadhu Shastra, by Krishna. И поскольку они чисты, у них нет никаких других мотиваций, то они находятся под руководством Гуру Саду и Шастры. And therefore their intelligence is pure and it's sharp, it's fixed. Поэтому их разум чист, и он также остр, он утвержден. And they know what to do and what not to И do. они знают, что следует делать, а чего делать не следует. Prabhupada says the symptom of one who's in material consciousness is that they don't know what to do and what not to do. Шрила Прабхупада объясняет, что признак личности, находящейся в материальном сознании, таков, что этот человек не знает, что делать следует, а чего не следует. So their intelligence is bewildered. Это означает, что их разум сбит с It's not толку. pure. Он не чист. And so such persons, conditioned consciousness, they are an illusion. They're prone to be an illusion. Это те личности, находящиеся в обусловленном состоянии, сознание склонны к иллюзиям. They make mistakes. Они совершают ошибки. They have cheating propensity, У них есть эта склонность обманывать. an imperfect mind and И senses. несовершенный ум и чувства. So those persons, their intelligence is bewildered and contaminated by material contamination. Разум этих личностей осквернен и сбит с толку. So therefore, they don't understand what is transcendence, what does Krishna want to do or not to do. И они не понимают, что такое трансцендентность, что Кришна хочет, чтобы они делали или не делали. So therefore, they cannot properly lead because they're in material consciousness with material motivation. Поэтому они не могут правильным образом вести других, потому что их разум находится в материальных мотивах, в материальном состоянии сознания. And such so-called leaders, they use their mental speculation, which are imperfect mind and senses. И такие так называемые лидеры используют свои умственные спекуляции со своим несовершенным умом и чувствами. Intelligence is contaminated, bewildered, Разум осквернен и сбит с толку. and therefore they make so many mistakes. Поэтому они совершают так много ошибок. And you see, right, so many mistakes are being made and being admitted to that, oh, we made a mistake. И вы можете видеть, что они так просто соглашаются оставить это. So,
It's to keep them awake. Часы пищат все время. I can't hear it. Я не могу слышать этого. I'm a little deaf. Я слегка глуховат. So, all right, you all set? Can I continue with my talk, Shri Caitanya? Все в порядке, Шри Чайтанья, могу продолжать говорить. Everyone's all right? Everyone's situated now? Все хорошо, все в порядке. So, what was I saying, Shri Caitanya? You were saying that they're committing mistakes. Oh. So Srila Prabhupada wanted to create Brahmanas, Brahman Vaishnavas, Шрила Прабхупада хотел создать брахманов и вайшнавов, because they are the head of the society. потому что они являются головой общества. And because real Brahman, real Vaishnav is not materially motivated, they understand what is to be done and what is not to be done. И истинный брахман, истинный вайшнав, он понимает, что нужно делать и чего делать не следует. According to Guru Sadhana Shastra, according to Krishna's plan, Krishna's will. В соответствии с планом Гуру и Кришны, в соответствии с его желанием. And without the head, then the body cannot properly function. И без головы тело не может действовать правильным образом. So when you see that the body, the society is not properly functioning, it just simply means that there's a lack of proper leadership. There's no proper head, no proper intelligence. Если вы видите, каким образом если общество не действует правильно, то это означает, что есть нехватка лидерства и правильного руководства. So the Brahmanas, Vaishnava, they're meant to instruct the Kshatriyas, the kings, the leaders of the society. И назначение брахманов — это наставлять царей, кшатриев, которые являются руководителями в обществе. They are the ministers, they have purified intelligence, therefore they're able to help the Kshatriya how to understand, to smoothly run the society. Они являются министрами, они могут помочь кшатриям должным образом выполнять функции в обществе, каким образом его вести. So Srila Prabhupada wants to start the International Society for Krishna Consciousness. He knows to have that society, first you must have Brahmanas. И Шрила Прабхупада начал это международное общество сознания Кришны, поэтому он знает, что для того, чтобы это общество функционировало, нам необходимы брахманы. And of course Srila Prabhupada was topmost Brahman Vaishnava. И, конечно же, Шрила Прабхупада был самым высшим брахманом So therefore Вайшнавом. he was the leader, the head of the society, so therefore it was able to move in the right direction, provided that those followers, disciples would follow Prabhupada's instructions. Поэтому он был во главе нашего общества, и он руководил этим обществом, и все могли следовать за ним, конечно же, если они следовали тому, что он говорил. But those who are against the Vedic principles, those who are against the behavior of the Vedic principles, these Yavanas, they want to kill the Brahminical culture. Однако те личности, которые против ведических принципов, они хотят уничтожить брахманическую культуру. So those who cannot properly recognize and properly treat Brahman Vaishnava, they are actually acting against the behavior of the Vedic principles. И те личности, которые не умеют узнавать вайшнава, не умеют понимать эти вещи, они против брахманических принципов культуры. Prabhupada says the Lord is the maintainer of the Brahminical culture. Шрила Прабхупада объясняет, Господь является поддерживающим брахманическую This is культуру. his first concern, Это его первая забота. is to maintain and to protect the Brahmanas Поддержать и защитить брахманов, and the cows. а также коров. And Prabhupada says as soon as the human civilization turns against the Brahminical culture and allows this unrestricted killing of cows, we should understand that the men are no longer under control of Vedic culture. И поэтому Шрила Прабхупада поясняет, как только личности отворачиваются от ведических принципов и начинают безгранично убивать коров, необходимо понять, что эти личности, они уже явны. Vedic culture means Krishna culture. Ведическая культура означает культуру They're no Кришны. longer under Krishna's control Они не находятся больше под контролем or under Кришны control of the Vedic culture. или под контролем ведической культуры. They're Yavanas and Malachas. Они явные или влечи.
And at the end of the Yuga, Krishna will appear as Kalki avatar and will simply kill them without consideration. И в конце концов, в конце Кали-юги Кришна придет как Калки-аватар и будет безграничным образом убивать этих личностей. So Sri Caitanya Mahaprabhu is saying to Thakur Haridas that in this age of Kali, most of the people, they're bereft of this Vedic culture. They're all Yavanas, Malachas. Шри Чайтанья Махапрабху, встретив Харидас Такур, сказал, что большинство из этих людей, они лишены этих принципов ведической культуры, они явные млечи. They're concerned only with killing these Brahmin class, Brahmin culture, and killing mercilessly the cows. Они уничтожают брахманическую культуру, а также без всякой необходимости убивают коров. Therefore, they're engaged in all kinds of the most serious type of sinful activity. Таким образом, они вовлекаются в многообразные греховные поступки. And Mahaprabhu says, how will they be delivered? И Махапрабху говорит, каким образом они освободятся. Mahaprabhu is Pati Pavan, he's savior of the most fallen souls. Махапрабху Патита Паван, он спаситель всех падших душ. And he says, it's my great unhappiness. I do not see any way that these Yavanas, Malachas can be delivered. И он говорит, это причиняет мне большие страдания, несчастья, потому что не вижу, каким образом они могут спастись. And the purport Srila Prabhupada says, this verse reveals the significance of Lord Sri Chaitanya's appearance as Pati Pavan, the deliverer of the fallen souls. И Шрила Прабхупада в комментарии говорит, в этом стихе является значимость переявления в этом мире Шри Чайтаньи Махапрабху как Патита Павана, спасителем падших душ. Srila Narottam Das Thakur sings, Patita Pavana Hetu Tava Avatar, oh my dear Lord, you have appeared just to deliver all the fallen souls. Шрила Наротама Даса Такура поет Патита Павана Хету Тава Аватара, о мой Господь, ты являешься просто для того, чтобы освободить все падшие души. And among all the fallen souls, I am the lowest. И мо сама Патита Прабху на Паеве Ара. И среди всех падших душ я являюсь самым низким. How Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu was always thinking about the deliverance of the fallen souls is shown by the statement, E dukkha apara, it is my great unhappiness. Как Шри Кришна Чайтанья Махапрабху всегда думал о освобождении всех падших душ, является в этом утверждении и дукха апара. This statement indicates that Sri Caitanya Mahaprabhu, who is the Supreme Personality of Godhead, Krishna himself, is always very unhappy to see the fallen souls in this material world. Что означает это мое великое несчастье. Это утверждение указывает на то, что Шри Чайтанья Махапрабху, кто является верховной личностью Бога, самим Кришной, он всегда несчастлив, видя как падшие души в этом, видеть этих падших душ в этом материальном мире. Therefore, he himself comes as he is, or he comes as a devotee in the form of Sri Caitanya Mahaprabhu to deliver love of Krishna, Krishna Prema, directly to the most fallen souls. Поэтому он приходит либо сам, либо как Шри Чайтанья Махапрабху для того, чтобы спасти этих падших душ из этого существования. Namo Mahavananaya Krishna Prema Pradayate. Sri Caitanya Mahaprabhu is so merciful that he not only gives knowledge of Krishna, but by his practical activities teaches everyone how to love Krishna, Krishna Prema Pradayate. Шри Чайтанья Махапрабху настолько милостив, что он не только дает знания о Кришне, но он также практически учит нас на своем примере, каким образом любить Кришну, раздавая эту любовь. So in this part of the purport, Srila Prabhupada is speaking about the purpose of the appearance of Sri Caitanya Mahaprabhu. Шрила Прабхупада в этой части комментария объясняет причину явления Шри Чайтаньи And Махапрабху. how he is coming to save the most fallen souls, and he is unhappy because of their suffering. И каким образом он является спасителем самых падших душ, и насколько он несчастлив, видя страдания их. So the Lord and the Lord's dear devotees, the Vaishnavas, they very upset and feeling pain by seeing the pain and the unhappiness of the other living entities. И поясняется, что сам Господь, а также Его близкие, дорогие преданные, они, известны как парадукха-духи, они испытывают большое страдание, видя и беспокойство, видя, как другие живые существа So страдают. Mahaprabhu, as a loving father, he was always thinking, how can I deliver my children? И Махапрабху всегда думает, каким образом я освобожу своих детей.
So therefore Mahaprabhu, Krishna himself, is always very unhappy to see, Prabhupada says, the fallen souls suffering in this material world. И Шрила Прабхупада поясняет, что Махапрабху всегда думает, каким образом освободить все самые падшие души в этом мире. Therefore he comes directly, or as his devotee in the form of Sri Caitanya Mahaprabhu, to deliver Krishna prema to the fallen souls. Поэтому Махапрабху приходит, либо Кришна приходит сам, либо в форме Махапрабху для того, чтобы освободить все падшие души. And Prabhupada says that Mahaprabhu not only gives this knowledge of Krishna, but he teaches by his practical activities how to love Krishna. И Шрила Прабхупада объясняет, что он приходит не только дать знания нам о Кришне, но на своей практической деятельности учит нас тому, как любить Кришну. Now in Bhagavad Gita, Krishna said, when Krishna appeared, that most confidential instruction is that you completely surrender unto me and always keep me in your mind, always think about me, become my devotee. Шри Кришна пришел, он поведал Бхагавад-гиту, и в этой Бхагавад-гите самые сокровенные наставления были: это полностью предайся мне и всегда удерживай меня в своем уме. And it's explained that when Krishna went back, when he wound up his Lila and went back, he was thinking there in the spiritual world that I said that everyone should completely surrender unto me, they should always keep me in their mind and become my devotee, but I only said it theoretically. I didn't practically teach them how to fully surrender and how to constantly keep me in their mind. И поясняется, что когда Кришна вернулся после этого в свою обитель, он думал: я сказал им, чтобы они полностью предались мне, удерживали меня в своем уме, стали моими преданными. Однако я сказал это теоретически, не обучив их практически тому, как это сделать. So Krishna was thinking like that. It mentions in Chaitanya-caritamrta. He was thinking like that. Therefore, I must come again. И поэтому объясняется в Чайтанья-чаритамрите, что Кришна, думая так, сказал: поэтому я должен не зайти вновь. I must come again and teach them practically how to fully surrender to Krishna, how to get Krishna, how to always think about Krishna and develop love for Krishna. И поэтому он думал, каким я сейчас не зайду, я обучу их практически, каким образом постоянно думать о Кришне и каким образом полностью предаться Кришне практически. So Mahaprabhu is Acharya, it's Acharya Lila. He's coming practically to teach. Махапрабху является ачарьей, он приходит в ачарье Лили, и он учит практически. How to get Krishna, how to develop love for Krishna. Как обрести Кришну, как развить любовь к Кришне. And Mahaprabhu, he was teaching how to cry for Krishna. И Махапрабху учил тому, как плакать по Кришне. He was constantly shedding tears for Krishna. Он постоянно проливал слезы по Кришне. And he's teaching, this is how you can get Krishna. И он учит нас тому, это то, как мы можем обрести Without Кришну. learning how to sincerely cry from the soul, not the fake tears from the eyes, putting chili in the eyes, but from the soul's crying for Krishna is the only way to get Krishna. И Махапрабху учит нас тому, каким образом плакать по Кришне. Не просто какие-то искусственные внешние слезы, искусственные просто как лук, там и слезы тогда потекли. Нет, по-настоящему, из глубины своего сердца. So this is most important point to understand that Mahaprabhu was teaching in order that we can actually get Krishna and develop love for Krishna. Это наиболее существенный момент, которому учил нас Махапрабху, для того, чтобы мы могли обрести Кришну. And how much do we hear this? И как часто мы слышим об этом? How much is it emphasized in our life? Как часто это подчеркивается в нашей жизни? How much do we truly understand it? How much are we really practicing this type of chanting, this type of praying? Как много мы по-настоящему слышим об этом, понимаем это и молимся таким образом соответствующим. This has to be understood and it has to be practiced. Это должно быть понято, это должно практиковаться. On a daily basis, moment-to-moment basis. На ежедневной основе, от момента к моменту. Otherwise, there's no question of developing love for Krishna. В противном случае нет речи о том, чтобы развить любовь к Кришне. So what are we doing with all of our time and our energy and our effort without seriously, consciously thinking about and meditating and practicing this point? И чем же мы тогда занимаемся в свое оставшееся время, если мы не думаем об этом серьезно, не медитируем и не практикуем это по-настоящему? How do we think we're going to get Krishna? Как мы думаем, мы сможем обрести Кришну? How we're going to develop love for Krishna? Как мы сможем развить любовь к Кришне? We're not crying for Krishna. Мы не плачем по Кришне. We're crying for Maya. Мы плачем по Майе. We're crying because we're not getting our way. Мы плачем
плачем, потому что мы не получаем то, что мы хотим. Right, Dima? Правда ведь, Дима? I have all these material desires and I just frustrated because I can't enjoy. Эти все материальные желания, я просто разочарован, потому что я не могу наслаждаться. I know too much now. I can't really enjoy. Я знаю слишком много, я сейчас уже не могу наслаждаться. I know I'll suffer like anything. Я знаю, что я буду страдать как никогда. But still, the desire is still there. Strong Но desire. все равно эти желания сильные еще присутствуют, Hunting desire. которые просто преследуют нас. Trying to chant, mind just thinking about these two witches. И мы пытаемся повторять это имя, а наш ум думает об этих двух ведьмах. Bhukti and mukti. Бхукти и мукти. Sense pleasure, sense gratification. Чувственное наслаждение, And this чувственное liberation, moksha. ублажение и также бхукти, освобождение. These are compared to being hunted by witches. Это сравнивается, что нас преследуют две ведьмы. So as long as that mind is holding these desires, we're being hunted, we're being distracted. We cannot properly chant. До тех пор, пока наш ум преследует эти две ведьмы, мы не можем должным образом воспевать святое имя. We cannot chant, we cannot read, we cannot serve, we cannot do anything because the stupid mind is so much distracting the soul. Мы не можем воспевать святое имя, мы не можем читать, мы не можем слушать, потому что наш беспокойный ум просто в неравновесии. So therefore we have to learn how to cry for Krishna. Поэтому мы должны научиться тому, как плакать по Кришне. This is document that is all from Srila Gauravinda Maharaj's lectures on this topic. У меня есть выдержка из разных лекций Шрила Говинды Самараджа по этой теме. And I took it from all different lectures and I put it onto one document so that it was really just a powerful document that I could just read it before I was chanting. И я собрал эти разные выдержки с разных лекций Шрила Говинды Swami, которые я мог читать перед тем, как я мог воспевать святое имя. To really focus on these points before trying to chant Hare Krishna. Для того, чтобы сфокусироваться на этих основных моментах, прежде чем я повторяю святое имя Харе Кришна. And I think if you hear how Mahaprabhu, but also how Gurudev was preaching and teaching us how to practically develop love for Krishna. И я думаю, если вы сейчас услышите, вы поймете, каким образом Гурудев проповедовал, как он учил нас, как мы должны обрести Кришну. How to learn to cry for Krishna. Как научиться тому, как плакать по Кришне. Srila Gauravinda Maharaj said Mahaprabhu, he was crying like that. Шрила Говинда Самарадж говорит, Махапрабху плакал таким образом. He was teaching by his personal example. Он учил на своем личном примере. Do you understand how Mahaprabhu was teaching by his own personal example? Вы понимаете, как Махапрабху учил своим личным примером? So are you crying? Итак, вы плачете? You're not crying. Вы не плачете. So how can you get Krishna if you're not crying? Как вы тогда можете обрести Кришну, если вы не плачете? You must cry for it. Вы должны плакать по этому. This Mahaprabhu has taught. И вот этому учил Махапрабху. So from today, you must practice crying. Итак, начиная с сегодня, вы должны практиковать этот плач. From the soul. Из души. From the heart, Из consciousness. сердца, из сознания. And Gurudev says, and I'll see how far you are crying. И Шрила Гурудева говорит, я буду смотреть, как вы будете серьезно, реально плакать. Gurudev says, I'll see how far you're crying. Гурудев говорит, я увижу, как вы будете плакать. It is not an artificial thing you see. Понимаете, это не является чем-то искусственным. It comes from the core of the heart. Это приходит из глубины сердца. If you develop Krishna prema that Mahaprabhu has taught us, automatically you'll cry for Krishna. Если ты разовьешь Кришна-прему, которую Махапрабху нас обучил, тогда автоматически ты сможешь плакать. Otherwise, it's not an artificial thing. В противном случае это не является чем-то When искусственным. you chant Hare Krishna, automatically you can cry. Tears will roll down from your eyes. Когда вы повторяете Харе Кришна, тогда автоматически слезы потекут с ваших глаз. So dance before the deities. Поэтому танцуйте перед божествами, Chanting Hare Krishna and cry for it. повторяя Харе Кришна и плача по этому.
then you'll get Krishna. тогда вы сможете обрести Кришну. That Mahaprabhu has taught us. И вот этому обучил нас Махапрабху. And this is the most important thing. И это является наиболее важной вещью. So how much we are crying, learning how to cry for Krishna. Итак, как сильно мы учимся тому, как плакать по Кришне. This is a question of prema, love, lover and beloved. Это вопрос премы, это вопрос возлюбленного и When they любящего. are away from each other, Когда они в разлуке друг с другом, when they are in separation from each other, they each are crying for each other. когда они находятся в разлуке друг с другом, они плачут друг по And we другу. are in such separation from И мы Krishna. находимся в такой разлуке с Кришной. So this crying is the most important thing in this Gora И Tattva. это плач является наиболее важной вещью в этой Гаура Татве. And this is what Mahaprabhu is teaching by his example. И это то, чему учит нас Махапрабху на своем примере. Mahaprabhu, he was crying and he has set this example before us. Махапрабху плакал, и он дал нам этот пример. This is a question of love. Это вопрос любви. This will show that you have developed love for Krishna. Это покажет, что ты развил свою любовь к Кришне. You cry as the gopis, as Radharani was crying, as Mahaprabhu was crying. You practice this thing. Ты плачешь таким же образом, как плакали гопи, как Шримати Радхарани, как Махапрабху пришел и плакал. So Srila Gauragovinda Swami is teaching us this Gora Tattva, how to practically get Krishna, how to practically develop love for Krishna. Шрила Гордали Свами Махарадж учит нас тому, каким образом мы практически можем обрести Кришну, как мы можем это реально сделать. Okay, I'm gonna continue. This is very deep, intimate, confidential philosophy, but still, this is what we were taught by Mahaprabhu and Srila Gauragovinda Maharaj, the Acharyas speak. В действительности это очень сокровенные истины, это очень сокровенная философия, и тем не менее мы продолжим, потому что это то, чему нас учил Шрила Гордали Свами. One devotee asked Maharaj, many people, they chant Hare Krishna, but they don't get the dust from Srimati Radharani's lotus feet. Один преданный спросил, многие люди повторяют Харе Кришна, но они не обретают пыль с лотосных стоп Шримати Радхарани. And Gurudev said, because they don't want it. И Шрила Гурудева отвечает, потому что они не хотят этого. They don't want it. Они не хотят этого. They never desire for it, so how they can get it? Они никогда не желают этого, как же тогда они смогут обрести это? One should be very much eager to get the mercy of Srimati Radharani, the dust from her lotus feet. Личность должна быть очень сильно устремленной для того, чтобы получить милость Шримати Радхарани, пыль с ее лотосных стоп. We should be very much eager to get the mercy of Srimati Radharani and get the dust from her lotus feet. Мы очень сильно должны быть устремленными к тому, чтобы получить милость Шримати Радхарани и пыль с ее лотосных стоп. And the devotee says, do we have to pray to the spiritual master? И преданный спрашивает, должны ли мы молиться духовному учителю? And Srila Gauragovinda Maharaj says, who is the spiritual master? И Шрила Гурудева Свами Махарадж говорит, а кто духовный учитель? What is his real form? Какова его истинная форма? Spiritual master is girl companion of Srimati Radharani. Духовный учитель – это девушка, спутница Шримати Радхарани. First approach spiritual master, then you can approach Srimati Radharani. Сначала обратись к духовному учителю, тогда ты сможешь приблизиться к Шримати Радхарани. Then you can approach Krishna. Otherwise, it is not possible. И тогда ты сможешь приблизиться к Кришне. В противном случае это невозможно. So without the mercy of spiritual master, we cannot get the mercy of Srimati Radharani. Без милости духовного учителя мы не сможем обрести милость Шримати And Радхарани. without the mercy of Srimati Radharani, nobody can approach Krishna. Без милости Шримати Радхарани никто не сможет приблизиться к Кришне. So Maharaj continues, we should pray for the mercy of Srimati Radharani. Махарадж продолжает, мы должны молиться для того, чтобы получить милость Шримати Радхарани. Unless we get the mercy of Srimati Radharani, we cannot get Krishna. До тех пор, пока мы не обретем милость Шримати Радхарани, мы не сможем обрести Кришну. This is how practically to get Krishna. Это практически как мы сможем обрести We Кришну. must beg for the mercy of Srimati Мы Radharani. должны жаждать, молить о милости Шримати Радхарани. Maharaj says, how can we get it? How can we get that mercy? И Махарадж продолжает, как мы сможем обрести эту милость?
How can we get Krishna? Как мы сможем обрести Кришну? Unless we get the mercy of Radharani, we cannot get Krishna. До тех пор, пока мы не сможем обрести милость Шримати Радхарани, мы не сможем обрести Кришну. And Mahaprabhu, this mood of Srimati Radharani. И Махапрабху находится в умонастроении Шримати Радхарани. Radha, Krishna, Govinda, Sarvasya. That Govinda or Krishna, he belongs to Radharani. Рада, Кришна, Говинда, Сарвасва. Что Говинда или Кришна принадлежит Шримати Радхарани. Krishna belongs to Radharani. Кришна принадлежит Шримати Радхарани. If Radharani will be merciful on us, then we can get Krishna. Otherwise, it is not possible to get Krishna. Если Радхарани будет милостива к нам, тогда мы сможем обрести Кришну. В противном случае это невозможно. Therefore, we must take shelter at the lotus feet of Srimati Radharani. Поэтому мы должны принять прибежище у лотосных стоп Шримати We Радхарани. must take shelter at the lotus feet of Srimati Radharani. Мы должны принять прибежище у лотосных стоп Шримати Радхарани. Our chanting, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, means Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. This Hare means, oh Radharani. Это Харе означает о Радхарани. First we must pray to Srimati Radharani. Oh Hare. Сначала мы должны молиться Шримати Радхарани. О Харе, Oh Radharani. о Радхарани. Hare means Hara. And Hare. addressed Hare, oh Radharani. Харе означает Хара, а когда мы обращаемся к Хара, тогда это звучит как Харе. So о Радхарани. Hare, Hare Krishna. Hare means Srimati Radharani. Харе означает Шримати Радхарани. Then Krishna, oh Krishna. И тогда уже о Кришна. Oh Radhe, oh Krishna. О Раде, о Кришна. Because by getting her mercy, then we can go to Krishna. Потому что, получив ее милость, мы сможем обратиться, приблизиться к Кришне. That's why we chant Hare first. Поэтому мы сначала повторяем Харе. Otherwise you cannot approach Krishna. В противном случае ты не сможешь приблизиться к So Кришне. first Hare, then Krishna. Поэтому сначала Харе, потом Кришна. Hare Krishna. Харе Кришна. So we have to take shelter at the lotus feet of Srimati Radharani. Мы должны принять прибежище лотосных стоп Шримати Радхарани. This is practically how to get Krishna, how to develop love for Krishna. Это практически как обрести Кришну, как развить любовь к Кришне. This is what Srila Gaura Maharaj is practically teaching us. Это то, чему практически Шрила Горгада Свами Махарадж учит нас. And this is what he wanted to and wants to distribute in Russia Это то, что он хотел и хочет распространить в России. and everywhere in this И world, везде в этом мире. in all the three worlds. Во всех трех мирах. This message he came to give. Вот это послание он пришел нам дать. How practically to get Krishna, how to practically develop love for Krishna. Как практически обрести Кришну, как практически развить эту любовь к Кришне. You want? Ты хочешь? Okay. Хорошо. So we have to take shelter at the lotus feet of Srimati И Radharani. мы должны принять прибежище лотосных стоп Шримати Радхарани. The easiest path is to ask for the dust from the lotus feet of Srimati Radharani. И самый легкий путь это спросить пыль с лотосных стоп Шримати Радхарани. And when shall I get it, that dust, and put that dust on my head? И когда я обрету эту пыль, я сразу же помещу ее на свою голову. When will that day come? Когда же такой день придет? When I'll be a maidservant of Srimati Radharani. Когда я стану служанкой Шримати Радхарани. Do you pray for it? Ты молишься по этому? You have to pray for it. Yes, this is the only prayer. Ты должен молиться за это. Это единственная молитва. Hey Radhe, oh Radharani, please shower your mercy on me. Ради, о Шримати Радхарани, пожалуйста, пролей свою милость на меня. I am your maidservant, I am your dasi. Я твоя служанка, я твоя даси. Are you a maidservant of Radharani? Ты служанка Шримати Радхарани? Become. Стань. Become soon a maidservant of Srimati Radharani. Otherwise, you cannot get Krishna.
Итак, уже очень скоро становись служанкой Шримати Радарани. В противном случае ты не сможешь обрести Кришну. Oh Shrimati Radharani, Radhe, please shower your mercy on me. О Шримати Радарани, о Ради, пожалуйста, пролей свою милость на меня. Who is your maidservant, a Dasi? I'm your Dasi. Кто является твоей служанкой, я твоя Даси. I am your maidservant. Please accept me. Я твоя служанка, пожалуйста, прими меня. And shower your mercy onto me. И пролей свою милость на меня. This is prayer. Вот такова молитва. Are you praying like that? Ты молишься таким образом? So how will we get Krishna? Каким образом тогда мы сможем обрести Кришну? If we don't get mercy of Shrimati Radharani, how will we get Krishna? Если мы не обретем милость Шримати Радарани, как мы сможем обрести Кришну? It's not possible. Это невозможно. So this is the prayer. Такова молитва. The whole land, the earth has been purified by the walking of Shrimati Radharani. Вся земля была очищена благодаря тому, что по ней ходила Шримати Радарани. The whole land, the whole earth is purified simply by the walking, the lotus feet of Shrimati Radharani. Вся земля была очищена просто потому, что по ней ходила Шримати She is Радарани. the most dear devotee of Krishna. Она является наиболее дорогой и преданной Кришны. Radha's mood, Radharani's mood, if you won't serve that sort of mood, that means that Krishna assumed the mood of Radharani and became Gauranga. И вот если ты не служишь этому умонастроению, что это означает? Это сам Кришна принял на себя это умонастроение Шримати Радарани и стал Гаурангой. If you don't worship Gauranga in that mood, serve Gauranga, you cannot get Krishna. Если ты не поклоняешься в этом умонастроении Гауранги, то тогда ты не сможешь обрести Кришну. So Gauranga, he assumed that mood of Shrimati Radharani. Гауранга принял на себя это умонастроение Шримати Радарани. And if we don't worship Gauranga, then how? We cannot get Krishna. И если мы не поклоняемся Гауранге, то как мы сможем обрести тогда Кришну? We are the devotees of Gauranga Mahaprabhu. Мы являемся преданными Гауранги Махапрабху. Dasa Das Anudas. Даса Даса The Анудаса. servant of the servant of the servant of the servant of Lord Gauranga. Слуга, слуги Гауранги. Those who are, did you say 4 times servant? Ты сказал 4 раза слуга? He didn't say 4 times. 3. Right. 4 times I said. Слуга, слуги Гауранги. You have to translate as it says. Ты должен переводить так, как это говорится. Those who are Gora Priyajana, Gora Bhakta, Gora Das Anudas. Те, кто является Гаура Прия Джана, те, кто является Гаура Даса. Those who do bhajan, according to these teachings of Lord Gauranga, they should do bhajan like this, in the feeling, in the mood of separation. И те, кто вовлекается в баджану в соответствии с учением Господа Гауранги, они должны совершать баджану таким образом, ощущая эту разлуку. This is their bhajan. Таков их баджан. And the Goswamis are also doing bhajan like that. И Госвами также совершает баджан таким же образом. Are we doing bhajan? Мы совершаем баджан. Where are we in our spiritual life? Где мы находимся в нашей духовной жизни? Didn't we come to get Krishna? Разве мы не пришли сюда для того, чтобы обрести This Кришну? is practically how to get Krishna. Это то, как мы практически сможем обрести Кришну. Mahaprabhu says, although everything is there in your holy name, still I'm so unfortunate. I have no attraction for it. И Махапрабху говорит, что хотя все уже находится в Твоем святом имени, я настолько неудачлив, что не чувствую к ним никакого влечения. Is practical information how to get mercy of Shrimati Radharani, how to get Krishna. And our minds are saying, oh, well, all right. Представьте себе это практическое понимание того, как мы можем обрести милость Кришны, самого Кришну, а наши умы говорят, ну что ж, интересно, ладно. That's interesting. Интересно так. Right? So dry, so lack of faith. Настолько сухо, нехватка веры. Right? So much contaminated consciousness, so stupid mind. Так много скверных сознаний, глупый ум. Right? This direct information from the spiritual world, and we're saying, oh, who's this guy speaking? Это прямое понимание, приходящее к нам из духовного мира, а мы думаем, ну что он еще тут нам скажет? Who does he think he is? Кем он вообще себе считает? Oh, Radhe. This is all, he's a cheater.
О, ради. Да он просто обманщик. It's just sahaja. Он просто сахаджи. But this practical teaching, how to get Krishna, Однако это практическое учение того, как мы сможем обрести we Кришну. must desire to pray like this. Мы должны желать молиться таким образом. Otherwise we cannot get Krishna. В противном случае мы не сможем обрести We Кришну. must practice this thing. Мы должны практиковать это. We're already separated from Krishna. Мы уже разлучены с We're Кришной. so separated. Мы настолько разлучены от We're Кришны. lost. Мы потеряны. So we should cry because we're so lost. Мы должны плакать, потому что мы настолько потеряны. And if we learn how to do that, then Krishna will shower His И mercy. если мы научимся делать это, то тогда Кришна прольет на нас свою милость. So Krishna Himself is Mahaprabhu. He is chanting His own name. И Кришна сам, как Махапрабху, воспевает свои же имена. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hari bolate, Gauranga bolate, Have Pulakash Harira, Hari Hari bolate, Nayane Bhave Nira. Hare Himself uttering the name of Hare. Сам Харе повторяет имена Харе. He sheds tears. That is the purport. Он проливает слезы. Вот это комментарий. This is Vipralambha, this pang of separation. One must feel that pang of separation. Это випраламба бава, это боль разлуки, которую человек должен ощущать, испытывать. If there will be no separation, then there will be no meaning. Если не будет разлуки, тогда не будет смысла. It is stated that is about the Radharani. Krishna is in her heart, Krishna is outside. И здесь речь идет о Шримати Радharani. Кришна находится в ее сердце, Кришна извне. Krishna is always with Radharani. Кришна всегда со Шримати Радharani. She is Ladini Shakti, internal potency. Она является хладиней Шакти, внутренней энергией. Krishna never leaves her. Кришна никогда не покидает ее. Krishna belongs to Srimati Radharani. Кришна принадлежит Шримати Радharani. Krishna is in her heart and also outside. Кришна находится в ее сердце, и он также извне. Viraha means feelings of separation. Вираха означает ощущение разлуки. It means outward separation. Это означает внешняя разлука. Krishna has gone to Mathura Кришна ушел в Мадхуру, and he didn't return. и он не вернулся. So Radharani was feeling intense pains of separation and crying for Krishna. И Шримати Радharani испытывала эту интенсивную боль разлуки с Кришной, поэтому плакала по нему. So this viraha means outward separation but inward union. Вот эта вираха означает внешняя разлука, однако внутреннее воссоединение. Unless you feel this viraha, this outward separation, these pains of separation, you cannot get Krishna. До тех пор, пока ты не чувствуешь эту боль разлуки, ты не сможешь обрести Кришну. This is Gauranga. Вот это Гауранга. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. All your desires will be fulfilled if you can get the mercy of such Gaurapriyajanas, such Vaishnavas. Все ваши желания будут исполнены, если вы сможете получить милость такого Гаура Прияджана, дорогого преданного Гуранги. And you become free from the clutches of Yamaraj. Then you'll be able to obtain this Prem Bhakti, which is so rarely achieved in this material world. И вы тогда освободитесь от когтей Майи, и тогда вы обретете этот великий дар, который так редко достижим в этом мире. It is only by the Vaishnavas' kripa, the Guru kripa. Это There is no other way. по милости вайшнавов, гуру Крипа, нет других способов. That the desires you have in your mind will be fulfilled very soon if you get the mercy of such Vaishnavas, mercy of Guru. Then it is possible, otherwise it's not possible. Желания, которые находятся у вас в уме, они тогда смогут исполниться, когда вы обретете милость гуру, милость этих вайшнавов. В противном случае этого невозможно. Such Vaishnavas, Gaura Bhaktas, the very dear devotees of Lord Gauranga, they are always feeling pains of separation from Krishna and they're crying in their heart.
Такие преданные Гауранги Махапрабху, они очень дороги Кришне, и они всегда плачут, испытывают боль разлуки с ним в любви. These Gaur Bhaktas crying, feeling separation from Krishna, pangs of separation, every moment they're feeling. И эти преданные, они постоянно плачут, каждое мгновение, испытывают боль разлуки с Господом. They say like this, alas, alas, so much time has now passed. И они говорят таким образом, увы, увы, так много времени уже прошло. That means the whole day is passing. Oh, what shall I do? I cannot see the lotus feet, the lotus face of Lord Hari. Целый день прошел, и я не могу увидеть лотосные стопы, лотосный лик Гауранги Махапрабху. So lamenting, I cannot get Krishna's mercy. I cannot have the darshan of the Lord. И они скорбят таким образом, я не могу получить видение этого даршана своего Верховного Господа. Feel the presence of the Lord. Я не могу ощутить присутствие Верховного Господа. And devotees, such devotees, they're lamenting, constantly lamenting. И такой преданный постоянно скорбит, постоянно. We should be always praying, Krishna, please, please help me. Мы должны всегда молиться, Кришна, пожалуйста, пожалуйста, помоги мне. Chanting Hare Krishna, that is the soul's crying. Повторяя Харе Кришна, это плач души. The soul is crying, Hare Krishna. Душа плачет, Харе Oh Кришна. Hari, oh Krishna. О Хари, о Кришна. Krishna, Shakti, Radharani, Krishna, please engage me in your loving service. Шакти Кришны, Шримати Радарани, пожалуйста, вовлеките меня в преданное служение. I am so fallen. Я настолько падший. I'm your servant, but somehow I'm so fallen. I've fallen into the depths of the ocean of darkness, of nescience. Я падший ваш слуга, но я настолько падший, что я сейчас нахожусь в глубине тьмы материального существования. Please shower your mercy on me. Пожалуйста, пролей на меня свою милость. Take me as a particle of dust at your lotus feet. И помести меня, как частичку пыли твоих лотосных стоп. Crying, 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 soul is crying. Плачем, плачем и плачем, душа плачет. By uttering this Harinam, Hare Krishna, the soul is crying like that. Повторяя этот Харинам, повторяя Харе Кришна, душа взывает, плачет таким образом. You should utter and you should chant in this way. Вы должны повторять святые имена именно так. The soul is crying and you will get help. Miraculously you'll get help. И душа плачет, и тогда вы получите помощь, чудотворную помощь. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So Mahaprabhu was crying like that. He's teaching by his example how to get Krishna. Махапрабху плакал таким образом, и в своем примере он учил, каким образом надо плакать. So we must also cry for it. We must practice this thing. Мы также должны плакать, мы также должны практиковать это. Otherwise, there's no question of getting В Krishna. противном случае нет речи о обретении Кришны. So from last night and today, we'll practice this for the rest of our lifetime. Итак, со вчерашнего вечера, а также сегодняшнего дня мы будем практиковать это до конца своих дней. Who agrees to that one? Кто согласен на это? We must practice it and then we have chance. Мы должны практиковать это, когда у нас есть шанс. But we need serious mercy also. Но нам также нужна серьезная We need милость. mercy of Vaishnavas, Gaura Priya Janas. Нам необходима милость вайшнавов, Гаура Прия Джана. And we need mercy of Srimati И мы Radharani. нуждаемся в милости Шримати Радарани. And we must beg for that И mercy. мы должны молить о получении такой Constantly милости. begging and crying for that mercy. Постоянно моля и плача по Then получению it's этой possible милости. to get Krishna. Тогда это возможно обрести Кришну. So how much are we begging and crying for this mercy? Итак, как сильно мы молимся и выпрашиваем эту милость. And if not, then how will we get Krishna? И если нет, то каким образом мы сможем обрести And what Кришну? is the meaning of everything else that we're doing? И тогда какова значимость всего того остального, чем мы с вами занимаемся? Why are we doing what we're doing? Зачем мы делаем то, что мы делаем? In this institution, why did we come here? В этой организации, зачем мы сюда пришли? We came to get Krishna. Мы пришли сюда для того, чтобы And this обрести is the Кришну. point of ISKCON is how to get Krishna. How to get Krishna and how to distribute this Krishna. И в этом смысл нашего общества Искона, каким образом обрести Кришну и после этого распространять Кришну. So,
This is the point of ISKCON. Вот в этом суть и смысл искона. Not all of this fighting and enviousness and killing of the brahmanas. This is all yavana malacha. Не все эти зависти, сражения, убийства брахманов. ISKCON is supposed to be non-envious society. Искон предполагается общество, свободное от зависти. A society where devotees are serious about developing love for Krishna. Общество, в котором преданные очень серьезные в отношении развития любви к Кришне. And practicing and helping each other how to remain fixed on that goal. И они практикуют и помогают друг другу, каким образом оставаться сосредоточенными на этой цели. That will create a wonderful society. Вот это создает необыкновенно замечательное общество. I think we have lost our vision. We've lost our sight of our goal, our real purpose. И на мой взгляд, мы утратили это видение конечной цели. And we've got caught up in this whole institutional milieu or, confusion. И таким образом мы находимся сейчас в этом организационном замешательстве и недопонимании. Just running after power and position. Устремление за обретением положения, And name and fame. Имени, славы, почестей, Isn't it? And worship and money. Поклонение деньгам. And having to do so much diplomacy and politics to keep it all together. И так много дипломатии и политик для того, чтобы это все оставалось каким-то образом вместе. Or using fear and intimidation tactics and this character assassination, all of these things. This is not the behavior of pure Vaishnavas. Или когда используются разные страхи, запугивания, эти методы и техники, когда используется очернение характера просто для того, чтобы что-то сделать, это не является подходящими все They may способами. quote so much shastra, so much knowledge might be there, but the behavior is not consistent with that knowledge. Они могут цитировать много шастр, священных писаний, но тем не менее поведение не соответствует тому, что они говорят. So therefore, they're not pure devotee. Поэтому они не чистые преданные. Therefore, they're not serious about how to get Krishna. Поэтому они не серьезные, чтобы обрести Кришну. This is the problem. В этом проблема. Any points or questions? Есть ли какие-то вопросы? Как от него стать более правдивым, как в своей духовной жизни, чтобы мог заглянуть в душу своего сердца, да, то есть, чтобы понять, что мне нужно, что мне не нужно на самом деле. Он спрашивает, как я могу стать более серьезным в своей духовной жизни, чтобы получить это. Более правдивым. Стать более правдивым. How can I become this mercy so that I become more truthful? First thing is we have to realize we're not being truthful. Сначала мы должны осознать, что мы не правдивы. So we sometimes have a very high impression of ourselves Зачастую у нас бывает слишком высокое мнение о самих себе. and very out of touch with the reality of who we are and what is our real position. И мы вообще не осознаем, кем мы являемся, каково наше положение. We have illusions of grandeur. У нас есть такие иллюзии в небесах. So we're not in touch with the reality. Мы не в соприкосновении с реальностью. By mercy of Krishna, mercy of Guru, He purifies us and chastises us and humbles us to realize what is our actual position. По милости Кришны, Гуру отчитывает нас, Он очищает нас и разрушает эту иллюзию. Таким образом мы понимаем, кто мы. He destroys the intoxication, the illusion, Он разрушает это опьянение иллюзий, the misconception, недопонимание. and brings everything into a very clear picture. И таким образом Он настраивает эту резкость. Then we can фокус. see ourselves in the real position that we're in. Тогда мы начинаем видеть свое истинное положение, в котором находимся. And sometimes that's shocking for И devotees. иногда это шокирует преданных. Especially when we think we're very pure and advanced and we surround ourselves with other people who think they're pure and advanced and they say, oh, you're so pure and advanced, and we say, yes, I know. Oh, И мы считаем себя очень чистыми, продвинутыми, окружаем другими людьми, которые тоже считают себя чистыми и продвинутыми. И когда иногда нам говорят, вот такой чистый, продвинутый, я говорю, да, конечно, я знаю, в смысле, что вы. So, we tend to not want to hear anything else but that, how wonderful we really are.
И часто мы склонны слышать именно это, насколько мы прекрасны и продвинуты, и нам ничего больше другого не интересует. Devotee comes and says, devotee person comes and says, "You're such a nice devotee. Иногда кто-то из преданных приходит и говорит: "Ты такой хороший преданный, You're so advanced and so pure ты такой продвинутый, такой чистый, and so much worshipable." и тебе просто можно поклоняться". And our minds say, you know, I like that person. И наш ум такой говорит: "Ты знаешь, вот он мне, честно говоря, нравится. That's a very nice person. Он очень хорошая личность, And a very intelligent person. и он очень разумная личность, Very intelligent. очень разумная". So we tend to surround ourselves with people like that. Мы склонны окружать себя именно такими людьми. Right? But Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he says, those who flatter you, they're actually your enemy. А Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур объясняет, что те личности, которые льстят вам, они являются вашими врагами. Because they're keeping you in illusion. Потому что они удерживают вас в иллюзии. And those who speak the truth, as painful as it might be sometimes, they're actually your friend. А те личности, которые говорят истинную правду, какой бы она больной ни казалась, они по-настоящему являются вашими друзьями. So the spiritual master, he speaks the truth. Поэтому духовный учитель говорит And he правду. exposes us for what we and who we really are. И он разоблачает нас, кем мы вообще в действительности And являемся. sometimes it's a little painful. И иногда это даже немного больно. And it's a little confronting. И иногда это бросает нам вызов. And it's a little unsettling. И иногда это так вот слегка вносит дискомфорт. And it doesn't taste good. И также это вам не нравится на Very вкус. unpalatable. Это очень неприятно иногда. But that spiritual master is actually our friend. Однако этот духовный учитель по-настоящему является нашим другом. Because he's speaking the truth to us. Потому что он рассказывает нам истину. And he's revealing what is our real position and what do we need to do to truly, honestly advance in our spiritual life. Он являет нам истинное положение и раскрывает, что мы по-настоящему должны делать для того, чтобы продвигаться в своей духовной жизни. Not by flattery, not by sentimentalism. Не через лесть, не через сентиментализм, But genuine spiritual growth. но по-настоящему духовный рост. And that first means to come to realize where we really are at. И сначала это означает, мы должны прийти к осознанию и пониманию того, где мы And находимся. that requires brutal honesty. И для этого нам требуется чрезвычайная правдивость. And sometimes devotees, they became depressed, they become depressed. Иногда преданные впадали в такую депрессию. They start feeling, wow, I'm not as well situated or as advanced that I thought I really was. Иногда преданные начинали понимать: а я не настолько продвинут, насколько я считал себя продвинутым. Really, I'm nowhere in my spiritual В life. действительности я нигде в своей духовной жизни. So sometimes it's shocking. Иногда это шокирует. But Srila Gauranga said, don't be depressed, don't be upset. Однако Шрила Горгада Свами объясняет, что не нужно шокироваться, не нужно впадать в депрессию. Because now, at least you're being honest. Потому что сейчас, по крайней мере, ты правдив, честен. Now we have a starting point. Сейчас у нас есть начало. Now there's Можно начать. hope that you can actually grow and change and become real devotees. Сейчас у нас есть надежда на то, что мы будем расти и становиться настоящими преданными. Not just living in illusions of grandeur. Не просто, что мы находимся в такой пространственной иллюзии. So that is the effect of properly hearing from bona fide spiritual master. Таков эффект, когда мы слушаем из уст истинного духовного учителя. His words are very sharp. Его слова очень And they острые. hit very deep. Они затрагивают нас очень глубоко. That's why it says guru means heavy. Поэтому объясняется, что гуру, он тяжел. Lagu means light. Лагу означает легкий. You see, guru means heavy. Гуру значит тяжелый. So the words are heavy. Слова очень тяжелы. And they hit us, they affect us, they go deep, they cut deep into the false ego and the material contamination, material attachments. Они бьют нас очень глубоко. Они проникают нам прямо через вот эти покрытия ложного эго, этих всех осквернений. But if we don't associate and hear from such devotees, how will we become purified? How will we become free from all of this illusion and intoxication? Однако, если мы не будем слушать таких преданных, находясь в их обществе, то тогда каким образом мы избавимся от своих иллюзий и избавимся от своих сквер?
And without that purification, there's no question of seeing things properly, no question of being honest. И без такого очищения нет речи о том, чтобы видеть вещи в их истинном свете и быть честным. So when we hear about being this honesty and being honest and being simple, we should pray for that. И когда мы слышим о том, что мы должны быть честными, должны быть простыми, мы должны молиться, чтобы мы стали такими. We should cultivate a strong desire how to get free from all of this crookedness, all of this dishonesty in the heart. Мы должны молиться, чтобы нас избавили от этой лицемерия и от этой нечестности в сердце. We're just posing and pretending that we're devotee. Потому что мы сейчас притворяемся и позируем как преданные. But inside something else is going on. Однако внутри происходит нечто другое. So one who is very pure, simple-hearted, what's inside is also outside. Поэтому тот, кто очень чистый, прост в своем сердце, то, что у него внутри, то у него и снаружи. There's no difference between what's inside and outside. Нет разницы между тем, что внутри, и тем, что снаружи. Duplicity, crookedness, means that outside acting, posing like one way, but inside thinking, acting another way. Лицемерие, двуличие означает, что мы прикидываемся, что якобы у нас внутри одно, однако в реальности у нас происходит совсем другое. So we must be honest and recognize this duplicity. И мы должны быть честными и узнать в себе это лицемерие. This duplicity is called kapatya, this crookedness, Это this great stumbling block in spiritual life. лицемерие, двуличие, ушлость и известно как капати. Это то, что является камнем преткновения в духовной жизни. And we must cry and pray like anything to get free from that crookedness, from that dishonesty, from that pretension. И мы должны плакать и молиться, чтобы нас освободили от этого притворства, от этого лицемерия. And it's very deep-rooted, long-standing problem. И это глубоко укоренившаяся, долгоиграющая проблема. So if we're constantly praying and crying and desiring to get free from that, and we beg mercy from Vaishnavas and mercy from Nityananda, Gauranga Mahaprabhu and the Lord, then very soon all of that will come out of the heart. И если мы очень искренне и честно молимся в свое сердце Кришне, Гауранге, Махапрабху и их преданным, для того, чтобы они избавили, то очень быстро нас избавит от этого. If we're not crying and praying for that, then how serious are we in wanting to become pure devotee? Если мы не плачем и не молимся от того, чтобы нас освободили от этого, то насколько мы тогда серьезно стать чистыми преданными? Right? Правда? You understand? Понимаешь? Charan? Vaishnava-charan. I hope I understand. If you're simple, you can understand it. Если ты прост, то ты понимаешь, можешь понять. So hoping you can understand it means that you're not understanding it. И то, что ты надеешься, что ты понимаешь, это означает, что ты не понимаешь. That means you're not being simple-hearted. Это означает, что ты не прост в своем сердце. That means you're not being honest. Это означает, что ты не честен. So how you get Krishna? Как ты сможешь обрести Кришну? How you become pure devotee? Как ты станешь чистым преданным? And if you're not doing that, then what else are you doing? What is your motivation? И если ты не делаешь этого, то тогда что ты делаешь все остальное? Каков твой мотив в этом? What else are you running after? Зачем ты бежишь? Ask yourself. Задай себе этот вопрос. Yes, Balabrata. Да, была правда. В Чайтанья-чаритамрите объясняется, что Кришна это Господь Чайтанья, это сам Кришна, это не Виласа Виграха, не Пракаша Виграха. И в чем вопрос? Так вот, и в той же Чайтанья-чаритамрите говорится, что в то же время Господь Чайтанья относится к категории Вишну-katha. Как это понять? In Chaitanya-caritamrta it is stated that Sri Caitanya-Mahaprabhu is not an expansion like Vilasa Vigraha or Prakasha Vigraha. He is Krishna himself. But at the same time, Sri Caitanya-caritamrta is stating that he is expansion Vishnu. Нет, это категория Вишну. That he is in category of Vishnu. Can you explain that? Let go. Okay? Now you relax. Ну что, теперь тебя освободили. Расслабься. The whole class is fighting with that mic stand, you know? Всю лекцию сражался с этой ножкой микрофона. Alright? Хорошо?
Haribol. So, Mahaprabhu combined form Srimati Radharani and Krishna. Махапрабху — это объединенная форма Шримати Радхарани и Кришны. Yeah? So he was asking in Caitanya-caritamrta, it is explained that he is Krishna himself, and at the same time it is stated that he is in category of Vishnu. How can I understand that? Never it is mentioned that he is category of Vishnu. Krishna's Goswami always mentioned he is Krishna himself. Yeah. Come in mood of Radharani. Never his category of, not compared to anyone. He's direct manifestation, not incarnation. Он является прямым проявлением, не инкарнацией. Swayam Krishna. Is Krishna himself, Yeah. not partial. Krishna himself, not partial or expansion. Он сам Кришна, не часть, не экспансия. Krishna is avatari. He's the original avatar. Кришна является аватари, изначальным источником всех аватаров. So that Krishna appears Вот этот Кришна является directly. прямо. Да, но и там же и говорится, что Господь Чайтанья это есть Вишну Таттва. But at the same time it is being explained that Shri Chaitanya Mahaprabhu is Vishnu Tattva. Srila Gauranga Maharaj would explain that when you think of Mahaprabhu, you should think of Srimati Radharani. Шрила Горгадасвами Махарадж поясняет этот момент. Когда ты думаешь о Махапрабху, ты должен думать о Шримати Радхарани. Predominantly Srimati Radharani. Преобладающее проявление Шримати Радхарани. Color, mood, activities, everything in the mood of Srimati Radharani. Умонастроение, деятельность, все это Шримати Радхарани. It's Krishna assuming the mood of his dearest devotee and crying for himself. Это Кришна принимает умонастроение самого дорогого, преданного своего и плачет по самому себе. Teaching us how to get Krishna prema. Уча нас, как мы можем обрести Кришна прему. But what's your real doubt about that? What is your question about? Explain further. Каков ваш вопрос, каково ваше сомнение или недопонимание? Вы больше проясните. Просто, я хотел сказать, что Господь Чайтанья это сам Кришна, так, там утверждается. И в то же время говорится, что Господь Чайтанья это Вишну Таттва. С какой категории? Как бы, He's saying the same question, but actually he doesn't understand that sometimes Srila Prabhupada is saying like this, Vishnu Tattva, Jiva Tattva. So in this way Krishna. Krishna. Jiva. Он не Джива. Нет, я не говорю, что Джива не говорю. Я говорю то, что Почему утверждается два утверждения, что он Кришна и что Вишну Таттва? Вишну Татва why there are two different statements that he is Krishna himself and he is also Vishnu Tattva. What does tattva mean? Что означает татва? Истина. Tattva means the absolute truth. Татва означает абсолютная истина. Krishna says there's no truth superior to me. Кришна говорит, нет истины превыше меня. That's Krishna. Это Кришна. Right? Is that right? Anyway, we should worship Mahaprabhu as combined form of Krishna and Srimati Radharani directly. Так или иначе, мы должны поклоняться Махапрабху как объединенной формы Кришны, Шримати Радхарани прямо. And learn how to cry in the same mood as Mahaprabhu. И учиться тому, каким образом плакать по Кришне в том же самом умонастроении, как и Махапрабху. This is really the most important point. Это в действительности самая важная суть. Understand who is Mahaprabhu Поймите, кто Махапрабху and why he came. и почему он пришел. The internal and external reasons of why he came here. Внутренние и внешние причины, по которым он пришел сюда. Okay. Demon needs the microphone.
Диме нужен микрофон. У меня вопрос такой, откуда берется правдивость? То есть, что мы действительно хотим Кришне, чтобы не было этого самообмана, что мы как бы якобы хотим, а на самом деле не хотим. Откуда ее черпать? Where do we get honesty from, so that we want Krishna, not just some type of achieving? I guess there's one saying, when you're sick and tired of being sick and tired, then you'll do something about it. Есть такая поговорка, когда ты устал, тебе все достало уже, потому что ты в себя все достало, и ты устал от всего, то тогда ты начнешь думать, что изменить. When you're sick of being cheated by Maya, and you're convinced that she can only cheat you again and again and again, когда тебя уже тошнит от того, что тебя постоянно обманывает Майя, что ты постоянно делаешь ту же самую ошибку вновь и вновь. and the price, the payment is so high versus the actual product that you get. When you're sick of paying that high price, then you'll do something about it. И что та цена, которую ты платишь, по сравнению с тем продуктом, который ты получаешь, она настолько высока, что ты просто подумаешь, нет смысла. Ну, чтобы получить такую как бы, форму разума, да, нужно либо получить удары от, как бы от Майи, как мы вчера говорил, либо воспользоваться вторым вариантом разума, это когда мы слушаем и обретаем опыт. Я понимаю, что остается один вариант получить удар от Майи, да, то есть... So, as he was explaining yesterday, there are two ways to receive experience. One is by getting stick on your back, and the other Not stick on your back, heavy lashes on your back. Not a stick on your back. Heavy lashes, whipping, beating. когда не просто даже, я перевел как удары палкой, он говорит, не просто удары палкой, а серьезные, когда тебя стигают очень серьезно, по-настоящему. Or by hearing and through the intelligence. Which one seems easier? Что для тебя более просто? Я бы использовал второй вариант, но как правдивость это черпать, скажем, Кришне? Я думаю, может быть, сначала обрести какое-то влечение к Кришне, да? Ну, то есть, как бы, скажем так, чтобы было зацепиться, а уже потом совершать уже как процесс сам. So this second seems much more easy, and I prefer the second one. Very intelligent, Dima. Very intelligent. Очень разумно, Дима. But then the question is, should I first get attraction towards Krishna and then take advantage of the association and get this honesty towards Krishna? Both are required. И то, и другое требуется. Krishna is attracting us by this Harikatha, krishna-katha, sadhu-sangha. Кришна привлекает нас через Кришна-катху, Харикатху, Садхи If Сангхи. we nicely do sadhu-sangha and hear Harikatha, krishna-katha, we'll get purified and we'll start to develop a nice taste and become attracted to the experience of hearing and chanting about Krishna. Если мы находимся должным образом в саду санги и слушаем Кришна-катху, то тогда, находясь в этом положении, мы получаем очень хороший опыт и вкус к Кришне. So it's explained how Krishna attracts the living entity in this world is by sadhu sangha, who's sadhu speaking Harikatha, Krishna-katha, and by Krishna now, chanting Hare Krishna. И объясняется, каким образом Кришна привлекает живое существо, обусловленное в этом материальном мире, двумя способами. Через саду сангу, в которой проявляется Кришна-катха, а также через святое имя. This is how Krishna is attracting us. Это то, как Кришна привлекает нас. And at the same time, behind us is our experience and our suffering and the heavy lashes we have received by Maya. That is a nice reminder also, isn't it? И в то же самое время, параллельно с этим, у нас есть опыт и воспоминания того, как мы получали тяжелые удары, стежки от Майи вот, по спине, и это за нами так тоже идет. So until our minds are completely purified and free from material desire and our distraction with material desire, then Maya is also doing thankless tasks by
keeping us in check, keeping us moving in right direction. И до тех пор, пока наши умы полностью не очистились, и до тех пор, пока у нас нет никаких материальных желаний, мы не привлеклись исключительно Кришной, Майя выполняет эту неблагодарную деятельность. Она так нас слегка контролирует в нашем походе вперед и помогает нам по пути. But once we finally get a nice taste in hearing and chanting about Krishna in proper association, then that becomes so much more superior that having tasted that will not desire to want to go back to such a lower taste. Однако у нас это когда мы получаем высший вкус по-настоящему в сознании Кришны среди преданных от Кришна-катхи, то тогда мы получаем такой замечательный вкус, высший вкус, что мы никогда не захотим уже вернуться к низшему. So that's higher. Это выше. But until we reach that stage of getting that kind of taste and attraction, then this fear of Maya also is effective motivator. Однако до тех пор, пока мы не обрели этого высшего вкуса на этих высших уровнях, то этот страх Майи также играет свою роль в нашем путешествии. Because no one wants to suffer, right? Потому что никто не хочет страдать, правильно? And if we don't surrender to Krishna, we surrender to Maya, we will suffer. We are suffering because of that. Если мы не предаемся Кришне, мы предаемся Майе, и в результате этого страдаем. Получается, что высшего вкуса у нас еще нет. Единственным вариантом пока остается предаваться Майе из соображений, так сказать, страдания. В смысле, уходить от этого? Да, такова как бы правда получается. So the truth, the reality is as such that we don't have higher taste, and therefore we have to surrender in order not to be beaten by Maya. Krishna says you don't have a higher taste because you're still attracted to material assets and material sense enjoyment. Therefore, your resolute determination to practice spiritual life is not developing. Кришна говорит, что у тебя нет высшего вкуса по той простой причине, что у тебя есть еще привлечение к материальным вещам и чувственным наслаждениям. Поэтому вот эта решительность не проявляется в преданном служении, поэтому ты не получаешь. Bhogeshwarya prasaktanam toya avaruta chetana. Vyavasayatmika buddhi samadhena. Translation. One whose heart is totally absorbed by material things, his mind will never be constant. He never constant chanting. Chanting constantly. He's always. He cannot become firm in his determination to go for Krishna because he's still so attracted to material objects of sense gratification. Opulent and just like want to enjoy. Enjoying assets and material sense gratification. В этом стихе из Бхагавад-гиты говорится, что те, чьи умы привязаны к материальным чувственным наслаждениям и богатству, не способны отдать себя преданному служению Кришне с решительностью. Две вещи – богатство и наслаждение материальным. This was holding us down, holding us back. Это то, что удерживает нас, не пускает нас вперед. These are like anchors. Они сравниваются с якорями. And it's very difficult to lift these anchors. We have no strength to lift them by ourselves. Это очень сложно поднять эти якоря. У нас нету силы на это. So we have to get a navigator who knows how to lift the anchor and drive the boat. Поэтому нам нужен капитан, который знает, каким образом поднять якоря и каким образом руководить этой лодкой, кораблем. If we had the strength and the intelligence to lift the anchor, we would have done it a long time ago. Если бы у нас была сила и способность поднять свои якоря, мы бы уже давно это сделали. But we're powerless. Однако у нас нет силы, мы In the face бессильны. of that insurmountable material energy. Перед лицом этой непреодолимой материальной энергии. And Krishna says it's insurmountable. You cannot overcome it by your own strength or intelligence. И Кришна говорит, эта материальная энергия непреодолима. Ты не можешь преодолеть ее, основываясь на своих силах. Krishna says you must learn how to surrender to me. Means surrender to Krishna, Krishna's devotee, modified guru. Then Krishna says easily you'll overcome, you'll get out of Maya. И Кришна объясняет, что ты должен научиться предаться мне. Предаться Кришне означает также предаться его истинному представителю, истинному гуру. И тогда мы научимся, каким образом с легкостью пересекать этот океан невежества. So because of our insurmountable material desires, we have a causeless unwillingness to surrender. И в результате своих неодолимых материальных желаний у нас есть беспричинное
нежелание предаваться Кришне. So first, with knowledge, by hearing Guru Sadhu Shastra, we must understand the reality of our situation. Поэтому, слушая гуру и шастры, мы должны понять реальность своего положения, в котором оказались. Now it's a question of our seriousness and our sincerity. И теперь уже вопрос нашей искренности и серьезности. And if we're not serious or sincere enough, then we need to associate with sincere and serious-minded people. Если у нас нет серьезности, нет искренности, то нам гораздо лучше тогда общаться с теми, кто серьезный, кто искренний. And we must serve them. И мы должны служить им. And please them. И удовлетворить их. And get their mercy. И получить их милость. If we can get their mercy, then we'll become much more purified and sincere and serious in our own spiritual life. Если мы получим их милость, то тогда мы будем очищены, и тогда мы будем более серьезны и искренни в своей духовной жизни. And if we're not serious and sincere by associating properly with serious, sincere devotees, then the only other alternative is that we must be punished. We must be taught by the stick. И если мы не серьезны и не искренни, и мы не общаемся с серьезными и искренними преданными, то единственная альтернатива, которая остается нам, это получать серьезные удары палками. And that choice is ours. И это уже наш выбор. То есть поднять, получается, якоря, вот эти вот две вещи, да, там, деньги там. Поднять якоря, то есть мы можем только, если у нас есть как бы балла, сила, то есть у нас какая-то ратива есть духовная. То есть иначе как бы получается невозможно поднять. То есть на это, насколько еще понимаю, что источник, откуда мы должны служить, он сам должен быть отречен от всего этого, иначе это просто не придет. Это вот мое как бы понимание, мне так кажется, может я ошибаюсь. Do I understand correctly that until I have bala, this strength, I cannot lift up these anchors, and until I am associating with those who lifted themselves these anchors, until they have themselves given up these material desires, this association will not help me. If they can't lift their own anchors, how are they going to lift your anchor? Если они свои собственные якоря не подняли, как они тебе якоря поднимут? So that's why Prabhupada says, if you're bound by the hands and the feet, how can you help someone get free who's also bound by the hands and the feet? Поэтому Шрила Прабхупада и говорит, если человек связан туго по рукам и ногам, как он поможет другому развязаться? If you have the ability and the capacity to free someone, then wouldn't you do it on yourself first? Если у тебя была способность освободить кого-то, то разве бы ты не воспользовался сначала этой возможностью на себе сам? So our responsibility is to make sure that we pick the right navigator. Наша ответственность это выбрать правильного капитана. We have to realize I can't do it by myself. I need Krishna's man who is empowered by Krishna and authorized by Krishna to lift that anchor, to free me, to cut these strong ropes of Maya. Мы должны понять сначала такую простую вещь. Я сам не способен поднять эти якоря. У меня нету на это полномочий, силы. И поэтому я должен найти такую личность, которая обладает этой способностью. Она может поднять эти якоря и освободить меня от этого. Prabhupada, he speaks very nicely on this in purport of Daiviye Shagunamayi verse in Bhagavad Gita. Шрила Прабхупада замечательным образом описывает это в комментарии к стиху Давихи Шагунамаи. That verse says, Krishna says that this divine energy, the energy of mind, this mama maya, this consisting of three modes of material nature, is very difficult to overcome, insurmountable. Кришна говорит в этом стихе, эту мою божественную материальную энергию, мама Майя, состоящую из трех гун материальной природы, очень сложно преодолеть. But those who have surrendered unto me can easily cross beyond it. Но те, кто предались мне, легко выходят из-под ее влияния. We're not easily crossing beyond it because we don't understand how to surrender. Мы нелегко преодолеваем эту материальную энергию, потому что мы не знаем, как предаться. In the purport, Prabhupada says another meaning of guna is rope. В комментарии Шрила Прабхупада объясняет, и другое значение слова гуна – веревка.
It's to be understood that the conditioned soul is tightly tied by these ropes of illusion. И следует понять, что обусловленная душа накрепко связана веревками иллюзий. A man bound by the hands and feet cannot free himself. Человек, связанный по рукам и ногам, не может освободить себя. He must be helped by a person who is unbound. Ему должна помочь личность, которая не связана. Because the bound cannot help the bound, the rescuer, he must be liberated. Поскольку связанный не может помочь другому связанному, освободитель должен быть не связанным, освобожденным. That's very clear, isn't it? Это очень ясно, правда? So how can people be writing books saying that the guru doesn't have to be liberated? Каким образом люди могут писать книги, утверждая, что гуру не обязательно быть освобожденным? But clearly he says, because the bound cannot help the bound, the rescuer must be liberated. Шрила Прабхупада очень ясно, недвусмысленно говорит, поскольку связанный не может помочь другому связанному, спаситель должен быть освобожденным. Therefore, only Lord Krishna or his bona fide representative, the spiritual master, can release the conditioned soul. Поэтому только Господь Кришна или его истинный представитель, истинный духовный учитель могут освободить обусловленную душу. Either Krishna or his bona fide authorized representative, the spiritual master, he can release the conditioned soul. Либо Кришна, либо его истинный уполномоченный представитель, духовный учитель могут освободить. No one else can do it. Никто другой не способен на это.